Когда вы слышите слово «страшно», первое, что, вероятно, приходит на ум, это что-то вроде встречи с привидением посреди ночи. Но, честно говоря, такие вещи довольно редки, и большинство людей никогда не сталкиваются с подобным. А что, если существует что-то еще более страшное? Что-то, что может произойти с каждым в любой момент без предупреждения. Это впасть в кому. Но прежде чем мы продолжим, возьмите секунду, чтобы поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Это займет всего минуту, но поможет нам делиться этими невероятными историями с большим количеством людей, таких как вы. Кома – это состояние, когда тело перестает реагировать, и человек теряет всю осведомленность, как будто застрял в глубоком сне, находясь между состоянием жизни и смерти. Некоторые люди остаются в таком состоянии годами, лежа без движения в больничных кроватях, подключенные к машинам, которые поддерживают их жизнь, ожидая дня, когда что-то изменится. Но время от времени происходит нечто невероятное. Кто-то просыпается. Сегодняшняя история о людях, которые совершили этот невозможный камбэк. И перед тем, как мы углубимся в историю, не забудьте нажать на подписку и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одной из наших историй из реальной жизни. Мартин Пториус был молодым мальчиком из Южной Африки, который однажды в январе 1988 года пришел домой и сказал, что у него болит горло. Его родители не придали этому большого значения. Боль в горле обычно не вызывает беспокойства, правда? Немного отдыха, может быть, несколько народных средств, и все пройдет. Но то, что случилось потом, перевернуло их мир. Мартин, которому было всего 12 лет, больше никогда не вернется в школу. Его состояние стремительно ухудшалось, что сбивало с толку даже врачей. Сначала появилась усталость. Мартин был так уставшим, что едва оставался в сознании. Затем, всего через несколько дней, он впал в кому и не пришел в сознание. У Мартина был ряд заболеваний, таких как криптококковый менингит и церебральный туберкулез. Но никто не мог точно сказать, почему он впал в кому в этот раз. Для семьи Мартина жизнь полностью изменилась. Их когда-то живой мальчик внезапно исчез, больше не реагируя, и они не знали, чего ожидать. После короткого пребывания в больнице Мартина привезли домой, чтобы его родители могли ухаживать за ним. Это было душераздирающе, и никто не мог сказать, как долго это продлится. Единственное, в чем врачи были уверены, это что болезнь в конечном итоге победит, и Мартин не выживет. Однако была маленькая искорка надежды. Если он когда-нибудь проснется, это будет чудо. И даже тогда, говорили они, он уже никогда не будет прежним. Но за эту маленькую надежду родители Мартина держались всей душой. Большинство людей в коме не живут долго, но Мартин был другим. Он каким-то образом продолжал держаться больше 10 лет. Будет ли это считаться жизнью, это уже вопрос для обсуждения. Но очевидно одно – Мартин никогда не сдавался. Более десятка лет все думали, что он полностью не осознает происходящее вокруг. Но, как позже рассказал Мартин, он на самом деле начал просыпаться через пару лет после того, как впал в кому. Он мог слышать и чувствовать все, но не мог двигаться или говорить. «Я был потерян в стране, где лежат драконы, и никто не мог меня спасти», — сказал однажды Мартин. Когда ему исполнилось 18, его разум полностью проснулся, и память начала возвращаться. Но кома нанесла серьезный ущерб. Его тело было застывшим, и он все еще не мог говорить. Все, что он мог делать, это тихо наблюдать за миром вокруг, почти как будто он был невидим. Я мог только смотреть на них. Сколько бы я ни пытался молить, умолять, кричать, я не мог заставить их заметить меня, сказал он. Мартин чувствовал ужас, осознавая, что это может быть его жизнь навсегда. Он был окружен людьми, но абсолютно одинок. Его мысли были единственным, что поддерживало его.
И эти мысли не всегда были добрыми. Что сделало его ситуацию еще более тяжелой, так это то, что он однажды подслушал разговор своей мамы. Переполненная горем, она сказала, что пожелала бы, чтобы он просто ушел, чтобы страдания закончились. Мартин слышал каждое слово. Глубоко внутри он знал, что она не говорила этого из жестокости. Она любила его. Она просто чувствовала себя беспомощной. Единственный человек, который никогда не терял надежды на Мартина, был его отец. Он заботился о своем сыне каждый день. Кормил его, купал, одевал и даже делал массаж, чтобы предотвратить разрушение его мышц. Он оставался рядом с Мартином, несмотря ни на что. Мартин вспоминает эти дни с болью в сердце. Внутри я отчаянно кричал ему: «Папа, я здесь! Разве он меня не видит?» Но он не замечал меня. Я мог только смотреть, надеясь, что как-то он почувствует мое молчаливое отчаяние. Но даже тогда Мартин не сдавался. Он знал, что, возможно, не восстановит тело, но он все еще может сохранить ум острым. Он ставил перед собой задачу с умственными упражнениями, решая головоломки в голове, все, чтобы не потерять фокус. И он продолжал пытаться взаимодействовать, надеясь, что, может быть, кто-то заметит маленькие знаки, которые он посылал. Все начало меняться, когда один из парамедиков заметил, что Мартин пытается общаться. Она заметила маленькие признаки, которые другие не заметили, и уверилась, что Мартин, которому было уже 25 лет, полностью осознает, что происходит вокруг. Она рассказала об этом его семье и врачам, ухаживающим за ним. Вскоре Мартин был переведен в специальный центр в университете Претории, где занимались альтернативными методами общения. После серии тестов было подтверждено: Мартин был полностью в сознании. Эта новость стала настоящим прорывом. Его мать, переполненная радостью и решимостью, оставила работу, чтобы помочь Мартину улучшить его способности к общению. В течение следующих 2 лет она помогла разработать компьютерную программу, которая позволила ему говорить через устройство. Мартин набирал слова, и программа произносила их вслух. Это изменило все. С помощью этого нового инструмента Мартин наконец смог снова общаться с людьми. Он вернулся в школу, закончил колледж и даже начал работать дизайнером на дому. Мартин также прошел долгий процесс реабилитации, который помог ему восстановить некоторые физические способности. Он смог снова двигать частями верхней части тела и даже выражать эмоции на лице. Его жизнь продолжала развиваться удивительными способами. Он встретил Джоанну, они поженились и позже переехали в Великобританию, где начали строить свою жизнь вместе. Почувствовав потребность рассказать свою историю, Мартин написал книгу под названием «Призрачный мальчик». В ней он делится тем, что значит жить, запертому в своем теле на протяжении 10 лет, и что потребовалось, чтобы выбраться. Мартин теперь призывает всех никогда не прекращать верить в тех, кто нуждается в поддержке. Он напоминает нам, как далеко могут зайти любовь, надежда и терпение. Его история невероятна, но это не единственная подобная история. Еще один человек, Джон Гребский, пережил нечто подобное. Он впал в кому, которая длилась с 1988 года до 2007 года. Джону было 46 лет, когда произошел несчастный случай. Он работал в железнодорожной компании, когда получил серьезные травмы. В больнице врачи обнаружили еще более страшное – опухоль головного мозга. Его состояние быстро ухудшилось, и он впал в кому. Как и в случае с Мартином, врачи считали, что Джон долго не продержится. Они предсказали максимум 3 года, но у Джона была одна важная поддержка – его жена Гертруда. Она заботилась о нем каждый день, продолжала говорить с ним, рассказывать новости и делиться всем, что происходило. Это могло показаться бессмысленным, но Гертруда никогда не сдавалась. Затем однажды произошло нечто невероятное. Джон начал отвечать. Он немного пошевелил пальцами,
затем глазами, реагируя на ее голос. Она сразу же сообщила об этом врачам. Но они отмахнулись. Они сказали, что легкие движения пальцев и глаз были просто непроизвольными спазмами, вызванными опухолью. Но на самом деле опухоль Джона уменьшалась, и он постепенно возвращался. 12 апреля 2007 года Джон полностью пришел в себя, доказав, что его жена была права все это время. Когда Джон впал в кому, у него было 4 маленьких детей. Когда он проснулся, те же дети уже выросли, поженились, и у него теперь было 11 внуков. К тому времени мир вокруг него полностью изменился. Когда Джон потерял сознание, Польша еще была коммунистической страной. В магазинах было почти ничего, кроме чая и уксуса. Но теперь страна вошла в Европейский Союз. Магазины были заполнены товарами, и у каждого был мобильный телефон. Это было много для восприятия. Но благодаря ежедневным обновлениям Гертруды за эти годы он не был совсем вне происходящего, по крайней мере, когда речь шла о семье. Еще один случай пробуждения из вегетативного состояния произошел с Хуаном Торресом из Мильтона, Онтарио. Ему было всего 19 лет, когда это случилось. Однажды днем он вернулся домой из школы, поел салат и пошел в свою комнату. Как обычно. Но на следующее утро его мама нашла его без сознания на полу. В панике она отвезла его в больницу. Именно тогда врачи сообщили семье трагические новости. Хуан впал в кому, и они не думали, что он когда-либо проснется. Никто не мог объяснить, почему это произошло. Он казался совершенно здоровым. Хуан потерял все свои физические способности. Он не мог говорить, двигаться или реагировать, но его родители отказались сдаваться. 2 года спустя произошло нечто невероятное. Это был День Благодарения, и семья Хуана вывела его на свежий воздух в сад. Отец дал ему свисток для собак и игриво попросил подуть в него для их питомцев. К большому удивлению всех, Хуан сделал это. Врачи были потрясены. Этот свисток не был рефлексом. Он сделал это намеренно. Это был первый реальный признак того, что он снова начинает контролировать свое тело. Этот маленький момент стал началом его более крупного выздоровления. После этого Хуан постепенно начал снова говорить. Затем пришли движения руками, и вскоре он снова сел за пианино. Со временем он даже начал восстанавливать контроль над ногами и научился снова ходить. Хуан позже рассказал, что все это время он полностью осознавал происходящее. Он слышал голоса вокруг и понимал, что люди говорили. Он четко помнил, как врачи просили его двигать руками или следить глазами за теннисным мячом, и он чувствовал гнев и беспомощность, потому что не мог ответить или показать им, что он все еще был там. Со временем Хуан восстановил большую часть своих физических способностей. Он вернулся в колледж и даже начал играть в регби на инвалидных колясках. Врачи до сих пор не могут полностью объяснить, что с ним произошло или как он восстановился таким образом. Возможно, существует научное объяснение, но даже они признают, что это ощущается как нечто близкое к чуду. Чудеса случаются. Люди, которые, казалось бы, находятся на грани, без надежды, иногда находят путь обратно. И хотя каждая история уникальна, есть одно, что объединяет все эти случаи. Кто-то был рядом с ними, кто-то верил в них, оставался рядом и никогда не сдавался, независимо от того, сколько времени это заняло. Это то, что мы все можем взять себе на заметку. Спасибо за просмотр. Если эта история тронула вас, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить нашу следующую историю. И не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Нам будет интересно узнать ваше мнение.